Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о фишках, секретах сыроедения и веганства. Я расскажу вам интересные факты, статистику, поделюсь своими секретами и секретами, которые до меня уже открыли, так сказать, другие собратья по питанию. Итак, поехали! Всех нас интересует здоровье, долголетие, счастливая жизнь. Все бы мы хотели сбросить часы на ноль и заново пустить стрелку. Вернуть тот пик здоровья, которого вы достигли, скажем, в 15 лет. А может достичь еще большего. Поднять тонус, раскрыть творческий потенциал, стать более энергичным, раскрыть амбиции на полную катушку, стать лучше себя вчерашнего, позавчерашнего или вообще позапозавчерашнего. В общем, просто обновиться как операционная система компьютера. И естественно, что мы хотим достигнуть этого без всяких трудных тренировок, манипуляций над душой и телом. Подвинуть надвигающийся закат на неопределенный срок, не считать в зеркале новые морщинки. Для этого, друзья мои, и нужно менять мертвую кухню на живую. Сыроедение. Для тех, кто впервые на моем канале, напоминаю, что основная польза такого питания заключается в отсутствии гнилостных процессов в вашем пищеварительном тракте. Не получая животного белка, организм не накапливает токсические вещества. В результате нормализуются метаболические процессы, а вместе с тем исчезают и негативные эмоции, переполняющие современного человека. Очистка и введение в меню сырых фруктов, а также овощей устраняют пищевую зависимость, свойственную потребителям фастфуда, например. Люди, продолжительное время практикующие сыроедение, становятся работоспособнее, у них появляется сознание, появляется легкость во всем теле, прочь уходят усталость, систематические головные боли и также ненавистные килограммы. Уже за 2-3 недели диеты можно потерять 5 или более килограмм. Сейчас поговорим конкретно о монотрофном сыроедении или в простонародье сыроманоедении. Подобное питание является собой поедание однообразной пищи за один прием. Другими словами, можно скушать один вид продукта на обед, ужин или завтрак. Например, как я питаюсь. Я с утра скушаю 2 банана, в обед могу съесть яблоки, грушу, банан, хурму или мандарины по сезону, но строго что-то одно из этого. И такой же рацион, в принципе, у меня вечером. А придумал такой вид питания, оказывается, человек родом из Швейцарии, которого звали Гай Клод Бюргер, совсем недавно, в 1960 году. Назвал он этот вид питания инстинктотерапия. Ему было всего 26 лет, когда он заболел раком горла. И теория Бюргера основывалась именно на сыроманоедении. Всего за 4 года от болезни не осталось и следа, и он полностью самоисцелился. В 1984 году он открыл свой центр инстинктотерапии недалеко от Парижа, где исцелял больных, помогал людям восстанавливать здоровье. Но в 1987 году был признан виновным незаконной медицинской практике. Очень долгие годы шли суды, апелляции, но все же в 1997 году его приговорили аж к 15 годам лишения свободы. Но все мы, конечно, понимаем, кому это было выгодно. Я думаю, что если бы его практика пошла в массы, то сейчас профессии врача просто-напросто бы не было. Представьте, сколько людей осталось бы без работы. В общем, еще раз, основное правило – это употреблять исключительно живую пищу, которую нельзя смешивать между собой. К тому же, такие усилители вкуса, как соль, перец, сахар и другие, они просто запрещены. Напиток – исключительно вода. И употребление воды отдельно от еды – это обязательно. Это очень интересное питание. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если кто-то из вас хочет опробовать его или уже опробовал. Нам будет интересно пообщаться. Я обещал представить несколько интересных видов питания, и вот второй вид, который может вам понравиться или наоборот. Оно называется сокоедение. Это питание свежевыжатыми соками фруктов, овощей. Иногда может допускаться употребление орехового молока, кунжутного, миндального, кедрового и так далее.
Сокоедение иногда относят к ликвидарианству. А ликвидарианство – это образ жизни, при котором человек пьет только жидкости. Твердая пища полностью исключается из рациона, то есть соки, вода и что я выше перечислил. Кстати, я сам хотел бы попробовать такой вид питания. Думаю, за месяц можно выйти совсем на другой уровень сознания. Конечно, питание свежевыжатыми соками сложно назвать голоданиями, так как в этой прекрасной жидкости биологически активные органические вещества, витамины, ферменты, гормоны, минералы и много-много других полезных веществ. Но, кроме того, я хочу сказать, что сок – это самая вкусная составляющая фруктов и овощей. В этом вы можете убедиться и сами. Попробуйте выжать сок из яблок или морковки, а потом съесть оставшийся жмых. Он вам покажется просто таким безвкусным комком клетчатки. А вот из мяса уже, друзья, сок так не выдавишь. Так что делайте выводы. Итак, поехали дальше. Вы, наверное, все очень любите сладкое. Среди десертов в меню сыроеда вам должно понравиться смузи. Ну, об этом, конечно, все знают. Это здоровая версия классического молочного коктейля. Главные компоненты – это фрукты, овощи и ягоды. Также могут добавляться разные фруктово-овощные соки или соевое молоко. Его можно спокойно приготовить в блендере в домашних условиях. Также заменителем сахара может выступать мед, сухофрукты, например, финики и стевия. Натурально, полезно и очень сытно. Мед – это и вовсе кладезь витаминов и минералов. Если, конечно, никого не отпугнет тот факт, что мед – это, в принципе, отрыжка из зоба пчелы, когда она собирает нектар. Поэтому веганы, в принципе, и не едят мед, потому что это насилие над животным. А вообще, знаете ли вы оптимальное соотношение блюд в своем дневном рационе по мнению диетологов, которые изучают сыроедение? Итак, 50% меню – это только сырые фрукты и ягоды, 35% дневного рациона составляют овощи, и 5% это кунжут, орешки, натуральный мед или сухофрукты, и 1% это приправы и растительные масла. Так, по крайней мере, говорят диетологи, изучающие сыроедение. Кстати говоря, к зиме свой рацион можно и нужно немного изменить. Больше наедаться и лучше согреваться. Так сказать, запасать жиры к морозам, как медведь перед спячкой. Еще одна интересная фишка сыроедения касается она перекусов. Хлеб для сыроедов. Сделать можно быстро и просто. Готовим заранее, например, берем по одному стакану семян льна, подсолнечника, свежей кукурузы и одну головку крупно нарезанного лука, 2 мелко нарезанных помидора, соль, перец и тмин по вкусу. Выстилаем все это на листы дегидратора и сушим в течение нескольких часов при температуре не более 40 градусов. Этот хлеб можно брать с собой куда надо, и мы голодать не будем. Все будут на вас смотреть и пускать слюнки, и смотреть, что же вы такое интересное кушаете. Итак, идем дальше. Интересные секреты и советы сыроедения. Первое. Пищу следует медленно и тщательно пережевывать. Второе. После еды можно пить лишь спустя 30 минут. Такой же интервал следует выдержать и перед едой. Третье. Пищу следует употреблять только комнатной температуры. Вытащив ее из холодильника, она должна постоять и нагреться. Четвертое. Приготовленное сырое блюдо следует сразу съедать, а не оставлять на следующий день, так как витамины имеют свойство испаряться на воздухе. И пятое. Завтрак должен быть не ранее 9:00, обед легким, а ужин ранним и комплексным. Шестое. Чтобы насытить организм необходимыми микроэлементами, продукты следует всячески чередовать и сочетать между собой. Если вы только-только начинаете свой путь или решаете сделать шаг в этот мир питания, то вам будет интересно меню, которое я рекомендую для начала. На завтрак можно употреблять, как я, парочку бананов, или яблоко, или киви. На ланч, так сказать, перекус между завтраком и обедом, можно кушать орешки, например, 50-70 грамм. В обед вы можете съесть зеленую гречку, овощной салат, а на полдник сухофрукты, финики, изюм, курагу, чернослив по 70 грамм.
На ужин можно скушать как раз ваши хлебцы, которые вы приготовили, или фруктовое смузи. Кто еще ни разу не пробовал сыроедение, попробуйте это экстремальное меню и опишите впечатления в комментариях. О, кстати, у меня сейчас возникла идея, а давайте вообще проведем такой некий недельный марафон. Вот прямо сейчас, с завтрашнего дня начинайте, а через неделю отпишите свои впечатления под этим видео. Я вас уверяю, это довольно вкусно и сытно. На мне лично проверено в течение 6 лет. А сейчас я хочу поведать вам несколько истин, догм сыроедения, о которых знают многие уже продвинутые приверженцы данного питания. Знаете ли вы, почему сыроеды считают еду, подверженной термической обработке, неправильной для организма? Друзья, одна из истин сыроедения гласит, что этот мусор мешает нормальному функционированию всех систем. Он препятствует общению клеток, снижая силу электрических сигналов, передаваемых ими друг другу. Ослабление энергетики, в свою очередь, влечет за собой патологические нарушения в физическом теле. То есть получается некий замкнутый порочный круг. Существует еще один фундаментальный принцип, истинность которого в силу его простоты и очевидности не может быть подвергнута сомнению. Живой организм должен получать живую пищу. Значение этого принципа впервые отметил доктор Фрэнк Поттенджер, который еще в начале 20 века провел эксперимент. В течение 10 лет он кормил одну группу кошек сырыми продуктами, и все они сохраняли хорошее здоровье и выносливость, а вторая группа получала вареную пищу, в результате чего у животных развились все человеческие болезни. Это пневмония, параличи, выпадение зубов, вялость, нервозность и так далее. То есть пострадали практически все системы организма. И еще одна истина в том, что сыроедение действительно имеет толк даже среди детей. Зачем же загружать организм ребенка мертвой едой и приучать его к неправильным вкусам, обрекать на болезни, связанные с так называемым полноценным питанием макарошками, манками, пюрешками с котлетками? Уже есть альтернатива, она дана нам самой природой. Это радость, это чистая еда. Когда ребенок рождается, он тянется именно к такой еде. И все мы, наверное, помним множество таких историй из детства, когда хотели жить на таком корме, а нас пичкали макаронами по-флотски и сгущенкой. Все мы несем ответственность за наших детей, и мы можем хотя бы дать им шанс попробовать что-то иное, чем обычное питание. Мы можем дать ему шанс не отвлекаться на болезни, а творить свою судьбу с радостью и любовью. Ну вот и все, дорогие друзья, это были некоторые секреты, фишки сыроедения, вегетарианства, веганства, советы и просто интересные факты, как научные, так и просто народные. С вами был я, Иван Кузьминов. Питайтесь правильно, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео. Всем удачки и до новых встреч. Всем пока-пока.